Попадешь? Я с тобой посплю. Извините. Обидно. Заодно бы размялся. Привет, друзья! Меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. Уимблдон 2004 года – романтическая спортивная комедия, поставленная режиссером Ричардом Ланкрейном с Кирстен Данст и Полом Беттани в главных ролях. Рабочее название картины «Two Weeks in Love». Съемки картины начались 28 июня 2003 года на Уимблдоне и других местах Великобритании при бюджете в $35 миллионов, сразу после того, как Кирстен Данст освободилась от съемок в «Человеке-пауке 2». Закончились съемки в начале осени того же года. Фильм «Уимблдон» был посвящен Марку Маккормаку, известному американскому деятелю в области спорта. Британскому теннисисту Питеру Кольту уже 32 года. Когда-то он был 11-й ракеткой мира, но сейчас скатился на 119 место профессионального рейтинга. К тому же за последнее время не выиграл ни одного по-настоящему серьезного матча. Питер принимает решение завершить спортивную карьеру. В модном фитнес-клубе его ждет скучная работа инструктора, обучающего базовой технике тенниса молодящихся обеспеченных домохозяек. Но грядет Уимблдонский турнир, и Кольт, как англичанин, представитель стороны организатора, получает приглашение принять в нем участие. Да, я покидаю теннис. Это мои последние соревнования. Питер ничего не ждет от этого знаменитого турнира, ведь за всю свою карьеру он не выиграл на кортах Уимблдона ни одного матча. Но встреча с талантливой начинающей американской теннисисткой Лизой Брэдбери переворачивает всю его жизнь. Зародившее чувство к ней помогает Питеру поверить в себя. Испытав сильное чувство влюбленности, Питер начинает по-другому относиться к самому себе. Нет, любовь не сделает его моложе, сильнее или быстрее. Но оказывается, что во встречах с более молодыми соперниками, его солидный для тенниса возраст и все, что с ним связано, его огромный опыт, его аналитический склад ума, его понимание игры, его умение терпеть и выжидать, его мудрая готовность выслушивать неочевидные советы, помноженные на его уверенность в себе и веру в него любимой женщины, совершенно неожиданно могут стать решающим преимуществом. Невероятная история, составившая спортивную часть сюжета, тем не менее основана на реальных событиях. В 2001 году, за 3 года до выхода фильма на экраны, 30-летний хорватский теннисист Горан Иванишевич, не прошедший квалификационный отбор и в последний момент получивший от организаторов вилд-карт, выиграл Уимблдонский турнир в мужском одиночном разряде, будучи на тот момент 125-й ракеткой мира. Была линия! Была линия! Я пойду подожгу сейчас любимый стадион. В ролях: Пол Беттани, Питер Кольт, английский теннисист, 119-я ракетка мира; Кирстен Данст, Лизи Брэдбери, американская теннисистка, восходящая звезда тенниса; Сэм Нил, Деннис Брэдбери, отец Лизи; Джеймс Макэвой, Карл Кольт, младший брат Питера; Бернард Хилл, Эдвард Кольт, отец Питера и Карла; Элеонор Брон, Августа Кольт, мать Питера и Карла; Николай Костер-Вальдау, Дитер Проль, немецкий теннисист, друг и спарринг-партнер Питера; Алан Джонс, Том Кевендиш, первая ракетка Великобритании, соперник Питера в четвертьфинале; Остин Николс, Джейк Хэммонд, американский теннисист, бывший бойфренд Лизи, соперник Питера в финале; Джон Фавро, Рон Рот, агент и Питера, и Лизи, и Джейка Хэммонда. Сам сломаешься, козел. Ты видела? Фильм снимался во время Уимблдонского турнира 2003 года. Актеры выходили на корт в начале матча или в конце него, как будто они сами были участниками соревнований. Это был единственный случай за всю более чем вековую историю Уимблдонского турнира, когда такое было разрешено. На роль главных героев планировались Хью Грант и Риз Уизерспун. В результате спортивная фортуна улыбнулась Кирстен Данст и Полу Беттани. Роль теннисистки соперницы героини Кирстен Данст могла сыграть Мария Шарапова, но от этого было решено отказаться, поскольку издалека они обе слишком сильно походили друг на друга. Клаус Бадделт должен был стать композитором картины и уже начал работу, но проблемы с другим его проектом «Женщина и кошка» 2004 года привели к тому, что он был вынужден уступить место Эду Шермуру. Сцены, показывающие зрителей, столпившихся у входа на Уимблдон, на самом деле были сняты у входа в лондонский зоопарк, только из-за того, что, по мнению создателей фильма, там это выглядело интересней. Для того, чтобы лучше соответствовать своей роли, Кирстен Данст пришлось пройти серьезную физическую подготовку. Сцены на берегу моря в английском Брайтоне были сняты в период с 1 по 6 сентября 2003 года с привлечением 250 местных жителей в качестве статистов. Добиться от актеров, чтобы их игра в теннис, по крайней мере, выглядела на профессиональном уровне, оказалось намного сложнее, чем предполагалось.
В итоге было решено, что актеры будут по большей части только имитировать удары по мячу, а сам мяч будет добавлен впоследствии с помощью компьютерной графики. При этом подачи актеры выполняли самостоятельно с настоящим теннисным мячом. Теннисным консультантом и тренером актеров был известный австралийский теннисист 80-х Пэт Кэш, выигравший в 1987 году Уимблдонский турнир. В фильме появляются 9 бывших и действующих профессиональных теннисистов. 5 из них сыграли теннисистов, участников турнира. 4 других, Джон Макенрой, Крис Эверт, Мэри Карилла и Джон Барретт, появляются в роли самих себя, спортивных комментаторов на турнире. Симпатичная британская романтическая комедия на фоне знаменитого теннисного турнира Уимблдон. Теннис, в принципе, довольно кинематографичный вид спорта, и в картине показан весьма эффектно. Все эти скоростные подачи, напряженные розыгрыши. Интересны также внутренние монологи Питера во время игры. Чего нельзя, так это бояться. А вот я впервые в жизни боюсь. Они добавляют сюжету динамики, объясняя мотивацию героя. Хороших фильмов о спорте не так много, а уж о теннисе и вовсе почти нет. Поэтому данное кино так ценно. Оно отличное, милое и очень легкое. Приятная музыка и актеры, нестандартная подача романтической комедии через призму спортивного кино, пара шикарных диалогов, много смешных и просто забавных сцен. Брата главного героя играет совсем молодой Джеймс Маковой, который всегда ставит деньги на проигрыш Питера и отлично отрабатывает комедийную составляющую Уимблдона. Привет, Карл. А в одной из второстепенных ролей еще и Николай Костер-Вальдау, пока еще не звездный Джейми Ланнистер, для разнообразия в однозначно положительной роли друга главного героя. Кирстен Данст и Пол Беттани создали на экране великолепный дуэт. Их героям веришь, с ними вместе смеешься, за них переживаешь, хотя они находятся на разных полюсах, как лед и пламя. Она молодая импульсивная американка, которая прочит великое будущее в большом теннисе. Он немолодой пессимистичный англичанин, чьи лучшие годы в большом теннисе уже позади, а последний в его карьере Уимблдон лишь возможность громко хлопнуть дверью. Их отношения невозможны в принципе, и тем не менее, они случаются. Наблюдать за их развитием очень и очень интересно. Уимблдон – это одна из моих самых любимых комедий. Здесь и отличный ситуационный юмор, и прекрасный теннис, и талантливо играющие актеры, и жизнеутверждающая идея. Никогда не поздно победить, если найти свое вдохновение и немного поверить в себя. Ведь у каждого из нас случается свой Уимблдон.